развитие скорости тычковых ударов у нас напрямую связывается с вот этой темой, которая есть здесь. Мы сейчас потратили минут 5-7 поговорим, а потом, чтобы просто к этому не возвращаться. Значит, дзуки не удар. То есть перевод, что это панч на английский язык с японского, это категорически неверно. Это тычок. И от тычка идет все. И почему я сейчас это так убежденно говорю? Потому что когда мы будем разбирать сегодня олимпиучи, вы поймете, что ударить локтем в нашей схеме можно только тычкообразный вариант. Ничего другого не работает. Поэтому все принципы действий, какие есть в карате Шотокан, они выстроены от тычка. От тычка и от работы копейщика. То есть копьем можно, конечно, работать и плашмя, там рубящие движения, но это очень малоэффективно, потому что длинная палка и одно усилие там на конце нужное не создаст. Поэтому вопрос тычка выходит на первое место. И это касается всей техники импульсного характера. Майгири, маваши-гири и всего остального. Но через локоть и ски проще всего выйти к пониманию вот этого тычка и дальше к себе это все дело применять при разборе любой другой техники. Теперь, различия в карате на Окинаве и Японии. Ну, наверное, я буду первый, кто в этой стране эту тему обозначил. Но мне не страшно, потому что я уже отработал 36 лет в этой системе и изучал до этого еще и дзюдо, и познакомился со всеми 4 стилями, которые являются окинавскими и японскими. То есть я пробовал по чуть-чуть и шиторю, и годжу, и вада, и шотокан. Значит, Окинава — это шиторю и годжу. Это поединок рукопашный, где работает один безоружный с другим безоружным. Почему говорю так уверенно? Потому что после захвата островов окинавских кланом Сацума было запрещено использование оружия местным населением. Оно было изъято. Поэтому любой конфликт в чайной, в рюмочной происходил между одним безоружным и другим безоружным человеком. Все. Окинавские стили изначально трансформировали свою структуру, опять же, через общение с кланом Сацума, в основе которого лежала дзигирю. Дзигирю — это школа владения мечом, где было 5 ступеней. И эти 5 ступеней трансформировались в окинавском карате в 5 уровней подготовки, 5 пинанов. Пинан-шадан, пинан-нидан и так далее. В шотокане эта тема остается, в вадарю она остается. В шотокане просто поменялось название с пинан на хиян, и первый и второй хиян-пинан поменялись местами. В вада остаются пинаны, в годзюрю этого нет, там гексайдаич, гексайдани, ну и потом этот 3-й уровень, это уже сайф. Вот. В чем принципиальное отличие шотокана и всего остального, то, что касается Японии и вадарю? В начале 20 века из Японии была экспедиция на Окинаву. Пришли корабли, на одном из кораблей был то ли принц королевских кровей, то ли там какой-то очень высокий сановник. Ему сделали презентацию на Окинаве от того, что там было от Тоте, и потом оно уже стало называться карате. Ему это понравилось. После этого произошел, говоря современным языком, некий трафик мастеров с показательными выступлениями на территорию Японии. И нужно понимать, что на территории Японии был такой промежуток, более 300 лет люди воевали друг с другом. И компьютерные игры а-ля стратегия, где все воюют против всех, нужно с этим подружиться, чтобы победить вот этого, потом подружиться с этим, чтобы этого победить. Оно во многом основано на той политике, которая была и в Японии в средние века. Так вот, люди, которые воевали 300 лет, они воевали не голыми руками, они воевали оружием. И перенимая себе практику рукопашной схватки, которая была на Окинаве, они привязывали ее к своей предыдущей боевой теории, которая была. Потому что даже во время Второй мировой войны японская армия обеспечивалась
катанами. Да, они были не супер качества, потому что это был такой условный ширпотреб. Тем не менее, солдаты ходили с катанами. Поэтому рукопашная схватка в Японии, в отличие от Окинавы, это поединок одного вооруженного с другим безоружным, или некой группой вооруженных с безоружными и так далее. Причем безоружный человек не принимался изначально. Это был такой же вооруженный, как и оппонент, но у него либо сломалось оружие, либо он его там где-то как-то забыл, либо там еще по каким-то причинам не успел достать и так далее. Поэтому вооруженный против безоружного. Соответственно, Шитою и Годжи имеют в своей основе короткую дистанцию в работе, Шотокан имеет значительно более длинную дистанцию, и эта дистанция максимальная из тех 4 стилей, которые есть. Само по себе Вадарю не является в Японии для японцев, то есть во всем мире это направление карате, но в самой Японии это среди тех, кто занимается единоборствами, один из видов дзюдзюцу, как развитие некой схемы. Вот. Поэтому принципиально у нас это дистанция, работа, понимаем, в большой дистанции самое эффективное оружие это то, которое какое? Это ракета, она летит, прилетает, взрывается. Ну, метр туда, метр сюда значения не имеет при ракете, поэтому из рукопашной схватки самое эффективное оружие по дистанции это копье. Не пика. Пику бросают, копьем колят. Поэтому выстраивается рукопашная схватка от работы теоретически копейщика против человека с катаной. Либо там с 2 катанами и так далее. Поэтому все, что мы делаем, должно здесь где-то вот отложиться, что у нас в руках, даже если и нет копья, то мы вбрасываем руку или ногу с такой дистанцией, которая для нашего оппонента является внезапной, неожиданной, просто потому, что он не знает, как работает копье. Вот это такой исторический экскурс. Теперь, 5 стадий конфликта. Все смотрели ролик на эту тему? Я не смотрел. Посмотрел, есть на ютубе, там все это разбиралось, мы сегодня будем тоже это разбирать. Так вот, спортивный поединок карате ВКФ заканчивается на уровне 3-й ступени, перехват инициативы. Когда мы делаем бам, судья говорит стоп и отдает какую-то оценку. Борьбы за доминирование там нет, решающего действия там нет. Решающее действие – это что такое тодома вадзе. Так вот, тодома вадзе – это решающее действие, после которого все. Вы понимаете, что если у нас будет такое единоборство, в котором будет все, то это единоборство никогда не попадет в олимпийскую программу. В Олимпийской хартии прописано, что вид спорта должен быть зрелищным, это бизнес, это деньги, и безопасным. И это тоже деньги. Вот, поэтому есть экипировка, есть дистанция, есть правила соревнований, поэтому ни о каком решающем действии там речи не идет. И техника урамаваши, если вы смотрите, как она выполняется, и за что дают репорт, то в большинстве случаев она делается с потерей равновесия, неважно по каким причинам. Товарищ шел вперед, я сам кинул, упал. Оно красиво, принято решение стимулировать эту тему, давать 3 балла за это действие. Судьи это дают, потому что это установка, но в позиции уличной ситуации действие имеет чрезвычайно низкий потенциал. Так вот, нам нужно понятие тодома вадзе для того, чтобы прийти к вот этой вот теме психотренинг в ката. И здесь, кто вот был на осеннем цикле, и мы разбирали 5 стадий в парах работы, это такой базовый уровень. Сейчас будет все очень интересно скомпоновано. Вы попробуете сначала завершить ситуацию на уровне борьбы за доминирование, а потом попробуете выйти на решающие действия через технику предложения сосой вадзе и технику опережения.
И скорость будет совершенно невысокая. Совершенно невысокая. Но даже на невысокой скорости, просто вот одно действие за другим, вы должны будете почувствовать, это не приказ, нет. Но у вас все равно сформулируется внутри некое ощущение изменения сознания. Так вот, кота, если его правильно понимать, как оно делается, как оно компонуется, оно в своей основе имеет несколько базовых принципов. Первый принцип какой? Это координационная способность. Нам нужно знать, как куда двигаться. Второй момент – это удержание вертикальной оси, то есть борьба за равновесие. И вот эта борьба за равновесие позволяет нам развивать так называемое киме, то есть силу в направлении движения. Если мы теряем равновесие постоянно, то ни о каком создании усилия в направлении движения речи быть не может. Это два момента. Третий момент – это набор каких-то конкретных приемов, которые в данном комплексе разбираются. Это вот три вещи. Ну, там, если брать глубже, то это координационная память и так далее, и так далее, и так далее. Но с точки зрения вот этой позиции психодренинг в котах, мы делим на индивидуальное исполнение и бункай. В индивидуальном исполнении мы концентрируемся на себе и, взвинчивая некую скорость исполнения, выполняя предыдущие условия по контролю баланса, по киме, по всему остальному, прогрессируем. Но момент нервно-мышечной деятельности вы запоминаете все только после того, как некие связки отрабатываете в бункай. Вот тогда оно складывается. И тогда мы вот отсюда опять возвращаемся вот сюда, и это уже будет называться визуализацией соперника или соперника. То есть, когда вы начинаете делать некую схему, вы входите в некий, ну, если это можно так назвать, транс, и в этом трансе представляете себе, что вот здесь был человек, он на вас напал, вы ушли, тут вы отыграли в обратную сторону, вам пришлось уйти снова, вы перестроились, что-то сделали, и в конечном итоге вы что? Победили. Потому что в противном случае все кота не имеют смысла. Мы это с вами давно обсуждали. Почему? Потому что если вы понимаете, что такое то дома вариация, то нет смысла делать кота в 64 движения. Всем шутка понятна? То есть на вас напали, вы с одного удара раз, и затем 64 движения крутить, вертеть. То есть никакого смысла нет. Поэтому человек — это настолько жизнеспособная система, что даже если его или ее бить, то он сразу не умирает. Он продолжает как-то там, ну, синеть, краснеть, у него ломаются руки, ноги, там, отрываются уши, но он продолжает жить, и почему-то, чем больше его бьют, он воспитывает в себе желание жить еще больше и начинает огрызаться все страшнее и страшнее. Если человека загнать в угол, и одна из концепций Сунь-цзы говорит о том, что никогда нельзя противника загонять в угол, потому что он начинает работать со остервенением, с ожесточением, понимая, что уже выхода никуда нет и будет очень много жертв. Поэтому всегда нужно оставлять какой-то небольшой момент для выхода в какую-то сторону. Вот это такая перекрестная тема по вот этим двум моментам. Теперь возвращаемся сюда еще. Совместная работа двумя руками. Это тоже интересная тема. Вот вчера у нас было тут два крупных, скажу, спортсмена. Вот, мы пробовали с ними там сделать один элемент, они не смогли его выполнить, потому что понимания нет никакого. Так это все работает. И нам здесь, для того, чтобы полностью закрыть тему работы локтями, было бы неплохо вот сюда, к этому разделу, добавить жерло сандаль. Но вы сами понимаете, что даже вот то, что я сейчас проговорил, реализовать в 2 тренировки практически, ну, крайне сложно. Мы попытаемся, но это очень сложно. Поэтому еще одно кота также цепануть и также разобрать нам вряд ли получится, мы его оставим на потом. Вот. Но это, опять же, работа локтями, работа двумя руками. И теперь для тех, кто не совсем в курсе,
Катен-ката все, плюс Джунро. Их у нас в школе 22 комплекса. И это все так или иначе связано с китайскими темами и так называемый стиль белого журавля. И есть великолепный ролик, где Асаи сенсей, это основатель вот нашего направления, делает кота Какуёку, а на параллельном экране, вот так как мы сейчас делаем Йоко, фильм «Белый журавль», который там где-то, подобрали так момент, что вот тот делает движение крыльями, а Асаи сенсей делает такие же движения руками. И оно перекрестно, вот техника подражания идет. Вот. Это все через декуаж, дачи, через все вот эти переходы, оно все цепляет одно за одно. И, возвращаясь, мы-то здесь написали, потом люди сфотографируют и будут это говорить, что различия, там, это там, да, это я шучу. Так вот, катен-ката, это связующий мостик в методике, в системе, который связывает Шиторю, Годжирю с Шотоканом. Связующий мостик. То есть здесь мы говорим о различиях не в плане того, что там плохо, а здесь хорошо. Ни в коем случае. И Окинава замечательно. Когда мы сидим в чайной, и у нас нет никаких мечей, то работа на ближней дистанции – это прекрасный уровень готовности. Но когда против нас кто-то находится с колющим предметом, дистанция совершенно другая. И, опять же так, для справки, многие армии мира убрали из армейских подразделений штык. Осталось две. Японская и дзюкиндо – это работа со штыком. Вот. И штык – это не ножичек, а штык – это винтовка со штыком. Проводятся поэтому соревнования. И вторая страна – это Россия. Во всех остальных странах есть только спецподразделения, которые изучают эту работу. То есть это некая узкая группа лиц, которая пытается изучить некую систему. Но для армейского всего-всего и те, кто пробовал хотя бы раз в своей жизни постоять против человека с каким-то предметом, с палкой, с лопатой, про меч я не говорю, потому что у нас в стране с мечом мало кто ходит, но палка и цепь какая-то в 90-е годы на картошке среди студентов и жителей сел было вполне нормальным средством общения. Вот. Так вот, кто общался с такими вещами, прекрасно понимает, что почему-то дистанция увеличивается в разговоре, а не сокращается с тем, кто стоит с лопатой и хочет вам донести свою информацию. Вот. Поэтому вот эти все вещи, они не противоречат друг другу. Мы сейчас просто пытаемся разобраться в этом семинаре, в предыдущем и в последующем, в своих сильных и слабых сторонах.